Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Сегодня интересная тема. Что такое зависимость от отношений и как ее преодолеть? Ну, во-первых, начнем с того, что не всякую зависимость нужно преодолевать. В определенном смысле мы все зависим от отношений. Например, родители от детей, дети от родителей, друзья, родственники. Там очень много есть совершенно светлых, прекрасных отношений, которые ничего преодолевать не надо, но есть зависимость, я бы сказал, в хорошем смысле. Что тебе нужен этот человек, что ты испытываешь радость, счастье, удовольствие, что у тебя он есть и так далее. Надо преодолевать ту зависимость от отношений, которая доставляет тебе горе и страдания, которая делает тебя невротиком, психом, я не знаю, ревнивым, неуверенным в себе, жертвой, и перечислите дальше за мной то, что вам приходит в голову. Почему, во-первых, начнем вот с чего. Почему, во-первых, есть люди, у которых отношения играют в жизни гипертрофированную роль. Вот я считаю, что отношения – это только часть жизни. Кроме отношений в жизни еще много чего есть. Но есть люди, которые так не думают. Они считают, что без отношений это вообще не жизнь. Многие, так сказать, женщины в этом преуспели. Это примерно так формулируется, что бы я в жизни не достигла, какая бы ни была из себя умница и красавица, какая бы ни была у меня карьера, как бы я ни зарабатывала деньги, какая бы я ни была успешная, любимая, народная. Но если у меня нет отношений, если нет мужчины или семьи, это не жизнь. Вот тут у меня список висит слов, которые употреблять не надо, я употреблять не буду. В общем, это плохая жизнь, скажем, литературно. Мужчины тоже страдают от той же проблемы очень часто. Почему вот какие-то люди живут, они могут как бы копать, могут не копать. У них могут быть отношения, но и без отношений они не умирают. А другие почему-то вот у них такая зацикленность на отношениях. Объясняю. Потому что те, кто зациклен, у них была проблема с родителями в детстве. Какая проблема? Очень понятная. Им не хватало родителей. По разным причинам. Или их физически не было в жизни, или они были холодные люди, и ребенку всегда не хватало этих самых отношений. И, будучи лишен в понимании детском тепла, любви или физически лишен родителей, ребенок, когда вырастает, всю жизнь пытается через отношения вернуть это состояние, которое даже никогда не было. Не вернуть, а почувствовать хотя бы в первый раз, что он кому-то нужен, что он не один, что он может на кого-то положиться и так далее. У всех людей есть такая потребность, но не в патологической форме. А здесь это патология, это навязчивость. Это такая совершенно гипертрофированная потребность вот иметь эти отношения, вот кровь из носа и любой ценой. Понятно, да? Это первое. Почему кто-то страдает от отношений. И второе, как это преодолеть. Кстати, преодолеть это очень просто, гораздо проще, чем вы думаете. Но я не буду сразу в начале программы рассказывать, чем кино закончилось. Алло. Здравствуйте. Алло. Как вас зовут? Да, здравствуйте. Меня зовут Александра. Ну, Александр, в чем у вас проблема, расскажите. Ну, смотрите, она, в принципе, связана с темой вашей программы. У меня есть реальная зависимость от отношений. Но она немножко по-другому проявляется. У меня отношения с молодым человеком, с мужчиной, да, там, полноценно где-то 4 года. То есть мы там то миримся, то ссоримся. Это называете полноценно, да? Нет, я имею в виду, что мы хотя бы спим, потому что мы знакомы с ним 12 лет. Подождите, а вы вместе живете 4 года? Нет, мы 12 лет дружили. Так. Потом 4 года мы начали как бы спать. Подождите, спать, потом вставать, идти на работу, или вы живете в одной квартире? Нет, вставать, идти на работу потом. То есть мы не живем вместе. Вы понимаете, да, что это уже проблема? Люди это не могут 4 года не жить вместе. Проблема. Это и есть ваши отношения. Рассказывайте дальше, Александра. А проблема в том, что мы работаем еще вместе, и мы не то чтобы в одном здании работаем, а мы постоянно вместе как бы находимся. А это проблема для вас? Это проблема для меня, потому что, например, настает момент, когда я понимаю, что для меня эти отношения уже тяжелые. Я хочу сказать, дорогой, все, я не могу так больше. А в чем проблема? Но при этом я понимаю, что если я так говорю, то мне необходимо увольняться с работы. Почему? И всю мою жизнь, Почему? грубо говоря, Подождите. Почему должны куда-то увольняться? Потому что, когда я до этого это говорила, я уже так говорила, да, то есть проходило там 3-4 месяца, я, поскольку все время с ним рядом нахожусь, я дальше опять иду на попятную. Дорогой, я опять хочу, там, бла-бла-бла, а он не против. Смотрите. Вот так, да? Да. Хорошо, а в чем ваш вопрос?
Вопрос скорее, ну, то есть самый главный вопрос, теперь я уже, в принципе, созрела сказать ему, все, нет, пока, если как бы сейчас ситуация не поменяется. Ну, то есть, если мне смысл уходить с работы, или все-таки у меня есть попытки... А вам нравится ваша работа? Ну, не очень, уже, да, я уже устала. Тогда можете идти спокойно. Понятно. Но я хочу на будущее, вы же девушка-то молодая еще у вас молодые люди-то будут штабелями ложиться. Поэтому, послушайте, если вы знакомы, я понял, 12 лет, и 4 года вы странным образом называете это полноценными отношениями. Ну, да. Они как раз у вас не полноценные, вы это понимаете хотя бы? А абсолютно ущербные отношения, странные, я бы даже сказал, стрёмные. Почему? Ладно, были бы вы любовница такая, да, он был бы женат, и вот вы 4 года встречаетесь по выходным, секс, а вы как бы люди-то близкие друг к другу, и работаете вместе, и дружите 12 лет, а вместе-то не живете. А у здоровых людей, когда они друг друга любят, первая потребность, которая возникает, начать жить вместе. А вы за 12 лет такой мысли не появилось. Ну, какие это отношения? У меня такая мысль есть, а у него, видимо, нет. А у него, невидимо, просто ее нет, он и не предлагает. Поэтому вы играете как бы сами собой в одни ворота, и именно поэтому вы как немножко залипли на этой истории. Потому что вы, ну, это, как бы, так сказать, безответная любовь, которая, как осетрина, не бывает любовью, потому что осетрина бывает только первой свежестью. А дальше это уже не про любовь, а про тухлую рыбу. Поэтому вы решаете сами, что вам делать с работой. Вообще не надо работать на работе, которая не нравится. Но это будет уже другая передача. Но она приносит мне деньги, ну то есть это как бы все равно не... Вот я, знаете, я прошу про прощения. Вы чем занимаетесь? Ну, бизнесом. Мало. Вот есть, например, проститутки, да? Они тоже считают, что это работа, которая приносит деньги. Им в школе не объяснили, что за работу головой всегда платят гораздо больше, чем за работу другими частями тела. Но они почему-то считают, что есть другие части тела, и у них тоже в голове нет мысли, как еще заработать деньги. Я думаю, что если вы занимаетесь бизнесом, вы найдете еще, как себя реализовать. Я тоже думаю, что я найду, но просто очень страшно, потому что получается, ну, как бы такая сильная привычка уже, и нужно просто все порвать. Это и отношения, и работу, и... А что там рвать? Вам же ничего не нравится. Вам ни отношения эти не нравятся, убогие, работа вам не нравится. Вы что, собственно, рвете, я не очень понимаю. Подумайте об этом. Михаил, считаете ли вы невротическими отношения, в которых муж хороший? Причин расставаться с ним нет, но любовь прошла, отношения при этом теплые, хорошие, но напоминает родственные. Стоит ли расставаться, когда прошли чувства, страсти нет, но никто вроде не мучается? Хороший вопрос от Карины. Сначала, пока заработал телефон, я отвечу на звонок. Добрый вечер, а потом уже Карине. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Саша. У меня такая ситуация, ну, у меня были такие тяжелые, долгие отношения. Вот. Ну, не очень долгие, всего год. И не очень тяжелые. Ну, не, тяжелые достаточно. Я там в больницу попадала и все. А зачем вы в больницу попадали, скажите мне? Ну, нервы и все тому подобное, с обмороками, со всеми делами. Вот. И мы уже как расстались там, ну, месяцев 6 назад. И все никак это не пройдет, какое-то нервное постоянное состояние, постоянно об этом думаю. И не знаю, как вообще от этого избавиться. Вот, хотела бы узнать, есть ли какой-то... Я вроде как бы никогда не стою на месте, общаюсь с молодыми людьми. Но как-то вот, сравнение не в их пользу, да, идет? Ну да, вообще как-то. Я вам расскажу механизм, как бы, чтобы вы понимали, как эту проблему решать. Смотрите, до тех пор, пока вы играете в любовь, а вы играете в любовь, вам тяжело это пережить, тяжело отпустить ситуацию, забыть и начать новые отношения. Почему? Потому что для вас любовь, к сожалению, это обмороки, больницы, состояние жертвы, тяжесть и так далее. И у вас как бы это все отняли. Вы расстались, и у вас это пропало. Говоря по-русски, вы такой наркоман от отношений получаетесь, которого вот этот молодой человек, он вместо драг-дилера, он все время поставляет, как вам кажется, ваши страдания, вашу, в конце концов, жалость к себе. И на этом вы год, собственно, и жили. А теперь колеса уже никто не приносит. Вы лишены психологически, эмоционально вот этих вот отношений, вот этих переживаний. Из-за этого вы, собственно, и страдаете. И поэтому, собственно, другие парни, они же себя хорошо пока ведут, они же вас не заставляют падать в обморок, поэтому они вообще не интересны.
Когда еще они себя проявят? Поэтому, что я вам хочу сказать. Первое, что вы должны сделать, это объяснить себе, что эта история была не про любовь, а про зависимость эмоциональную, может быть, адреналиновую. Что вы невротик, которому нравится переживание, и он ищет в себе людей и отношений, которые ему эти обмороки и больницы дадут. Это не про любовь история, это история именно про зависимость. Я скажу про себя, кому-то покажется циничным, но я так считаю, что разницы между курением, алкоголизмом, наркоманией и такими отношениями нету никакой. Я как человек, который курил почти 37 лет, помню вот что я очень любил курить с детства и считал, что это, нравится мне курить, и никак не мог бросить, хотя организм уже начал сыпаться. Так вот, в какой-то момент я сказал себе вот что. Я не люблю курить, но я зависимый человек, у меня с этим проблема, у меня не получается отказаться. Через месяц я перестал курить и не курю уже 6 лет. Вот она, методика, по которой вам будет гораздо легче и быстрее отпустит. Не играйте в любовь, это не про любовь. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Ирина, мне 31 год, и из них где-то 16 я пересаживаюсь с одной невзаимной любви на другую. Последняя такая вот привязанность, она у меня длится 10 лет. Отношений практически нет никаких, то есть они только деловые. Последний раз вот он меня попросил помочь ему с судебным разбирательством. Я несколько раз брала у него интервью, он ученый, я журналист. Вот. Но, несмотря на все эти мои попытки сблизиться, я так нужной человеку и не стала. Но, честно говоря, несмотря на то, что я понимаю всю эту безнадежность, я представляю жизнь без этих чувств, и она мне кажется абсолютно пустой. И у меня есть ощущение, что меня отпустят только когда я встречу новый объект. Но я понимаю, что мне уже 4-й десяток, и провести так всю жизнь, очень тяжело. Вопрос? Мой вопрос, вот вы, Михаил, несколько раз анонсировали, что вы научились каким-то образом изменять либидо человека. Да. Вот не могли бы вы подробнее об этом рассказать? Я вообще про себя говорил, а не про человека. Да. Я пока только свое изменил, а когда я ваше изменил, то меня должна обломиться Нобелевская премия. Расскажу очень простой способ. Я бы сказал, до примитивности простой. Вот смотрите, вы встречаете человека. Вы же встретили вашего ученого, да? Да, да. Вы ему говорите, как его зовут? Его зовут Леонтий. Леонтий, ты мне нравишься, старик. А он говорит, а ты мне не нравишься. Говорит, до свидания, Леонтий. И так с каждым, и так, во-первых, не надо стесняться, он же, может, не догадывается, что вы любите, или вы уже говорили об этом? О, нет, он догадывается еще догадывается. как. Ну, то есть вы видите, что вы ему не интересны. Вы должны всегда говорить себе, хотите сделать татуировку такую на груди, что мне не интересны люди, которым не интересна я. Точка. Более того, если человек даже хоть какой-нибудь интерес проявляет, но мне не нравится, как он себя ведет, опять до свидания. Это как «Отче наш». Это независимо от того, как бы вам было тяжело, плохо, можете побиться головой об стену, если так поможет. Но никогда вы не терпите ни одной минуты с того момента, когда вы осознаете, а, вас не любят, и, б, вам не нравится, как человек себя с вами ведет. Я понятно рассказываю? Да, понятно. Как только вы начинаете себя так вести, вы не ломаете голову, что я лучше не встречу, что это самая большая любовь в моей жизни, ну и так далее. Вы это можете убиваться дома, но в подушку, когда вы реально ведете какие-то отношения с людьми, вот именно по этой схеме. И через примерно, может быть, даже полгода ваша либидо уже начнет меняться. Это целая процедура, она требует усилий определенных. Вот смотрите, как я себя вел, да? Я был невротиком еще хуже, чем вы, хотя на 10 лет я, конечно, ни на кого не залипал. Я вообще на такие сроки вперед даже расписание себе не пишу. Поэтому я был проще, но тоже любил людей, которым я не интересен. Это у меня, видимо, с детства. Это и у вас тоже с детства. Да. Называется, родители внимания не обращают, поэтому цепляешься за всех, кто тебя посылает. Хочешь, чтобы они тебя наконец полюбили. Это классика. Это как это, медицинская энциклопедия, психфак, первый курс. Так вот, и дальше я так и жил. И я как-то все время объяснял себе, что я такой красивый не найду. Это просто лучшее, что со мной было и так дальше. И в какой-то момент с криком «да пошла ты!» я вдруг начал чувствовать облегчение. И какие бы ни были, потом не то, что человек мне что-то плохое делал, но элементарные вещи. 2 раза к телефону не подходит, меня это раздражает, до свидания. А договариваешься на 6 часов, она тебе в 6 часов звонит, говорит, слушай, ты знаешь, я сегодня не смогу. 1 раз ладно, 2 раз опять пока, и так дальше.
Здесь нет никаких правил, что это самое лучшее, это любовь всей жизни, до гроба. Вот без лирики, без соплей. Просто мне это не нравится, мне это было неприятно, меня это раздражало. Я убивался первое время, вот как и вы, да? Как теперь жить без этого? Вы знаете, это нереальное облегчение. И самое интересное, что люди тут же потянулись. Ты себя ведешь по-другому, и ты гораздо большему количеству людей сразу становишься близок и приятен. Понимаете? А до тех пор, пока вы ведете себя как жертва, это вообще мало кому не интересно. А знаете, что будет дальше, если бы он вам ответил взаимностью? Рассказать вам? Расскажите. Максимум вы полгода продержались бы, потом сказали, что-то ты мне надоел уже. И ушли бы. Потому что вам не человек нужен, вам нужно питать свои эмоции вот этой наркотой, понимаете? Вот этим заморачиванием, вот этой зацикленностью, что я такая несчастная. Он даже не смотрит. Более того, вы еще пытаетесь эту любовь приобрести за услуги. То есть я для пытаюсь. него... Чего я только не делала. Но это вообще ни в одни ворота не лезет. За это вообще никто никого не любит. Вы шутите, что ли? Если вы ему сказали, дай шнурки мне завяжи, он бы больше к вам интерес даже испытывал. Это не совет. Вы не подумайте, я так слово сказал. Вот, поэтому это все, любовь не надо не покупать, не заслуживать. Вы абсолютно отрабатываете детскую схему. Как маленькая девочка, которая пытается уже наизнанку вывернуться, чтобы мама с папой хотели хоть по голове погладили. А они все не реагируют. Мама работает, папа бухает. А ребенок у меня родители не бухают, они оба работают и не бухают, но я помню, что я с детства пыталась действительно привлечь внимание папы. Я знала, что чтобы он обращал внимание, мне нужно, например, остроумно пошутить, что-то прочитать, как-то поговорить. То есть его внимание, оно всегда было обусловлено. По крайней мере, таковы мои воспоминания. Видите, может быть, мы это как не понимаем друг так. друга с полуслова. Да. И вы должны понять, что это и есть ваша детская история. Я уже рассказывал о том, что любовь, это, в принципе, есть переживание детских эмоций, там больше нету ничего вообще. Вот когда человек вас реально цепляет, то вот что мне удалось сделать, практически нереальное. Я поменял эту детскую историю, понимаете? У меня тоже, у вас там папа, у меня мама, они меня любили, родители, и папа, и мама меня любили. Но само поведение было такое, что ты не можешь ни подойти, ни пожаловаться. Более того, мама меня еще и лупила ремнем так класса до 4. Ну какая тут нафиг любовь? Представляете, какое мне было отношение к девочкам? Странное, мягко говоря. Да, если девочка без ремня, то не катит. Нет, да. то есть если она вообще тебя как бы не опускает, не посылает, то вообще тебе не девочка, а просто непонятно что. И как говорил Мао Цзэдун покойно, чем хуже, тем лучше. Так вот, что я вам хочу сказать. Мне удалось вот эту историю полностью изменить. И да, я помню свое детство, помню родителей, я их люблю, хотя их давно уже нету, но я не отыгрываю эту детскую историю уже давно. Мне вообще не интересны люди, я вот заканчиваю нашу беседу, которым не интересен я. Я вообще никого не пытаюсь не завоевать. У меня даже есть правило, от которого я сам страдаю. Знаете, какое? Какое? Я не могу 2 раза пригласить девушку на свидание вообще. Я вообще ничего 2 раза не могу предложить. Это жестко. Но так или... Я даже одной девушке, она мне понравилась, я ей так и сказал, слушай, ты извини, конечно, я могу только 1 раз это сделать. Если ты откажешься, на этом все и так закончится. Нормально. Потому что я живу по своим правилам. Михаил, а сколько длилась ваша самотерапия? Просто вот... Я думаю, она всю жизнь будет длиться, просто я очень изменился. Нет, а вы как торопитесь, что ли? Я против, послушайте, я против идеализации. Я не хочу быть, типа, хорошим или лучшим. У меня свои тараканы в голове. Я в каких-то, может быть, ситуациях или в какой-то психологии вообще, может, кому-то считаюсь, кажусь неадекватной. Я не за идеализацию человека. Я за то, чтобы ему внутри себя было хорошо. То, что вы, собственно, хотите. Вот эту проблему я решил, я не знаю, может быть, 1-1.5, может быть, максимум 2, я не помню. Вот, я как на этом не застреваю. Но это требует постоянной подпитки. Если вы 1 раз сольетесь, вам опять придется, не то что сначала, но опять как бы эту ситуацию, как вам объяснить, тренировать, что ли. Но вот я ни разу не сливаюсь. Притом у меня были такие же мысли, как у вас, что это просто вот что-то неземное. Да вы фиг с ним. Какое-то вот ощущение смысла. А последнее, что я хочу вам сказать, что в мире примерно 3,5 миллиарда мужчин. И вы найдете из 3,5 миллиарда, кого захотите. Мужчина как троллейбус. Один ушел, придет другой. СМС-ка. Лишаете людей удовольствия, а я, Петя, готов сделать больно, далее телефон. А еще, значит, здравствуйте, вот тут слушатели отмечали.
А как перестать быть дилером? Бывшие звонят, но блок телефона не помогает. Так уже с одним человеком полгода, с другим 3 года новые отношения не начинаются. Это как прекратить, что сказать? Да, вот какие у нас слушатели интересные. А Петя, могу сделать больно, это для страдальцев? Это я развлекал. Хорошо. У нас есть еще хоть немножко? Минута. Минута. До перерыва. Друзья мои, вот обратите внимание, у нас ведь эти вот вопросы, они начинают складываться, в целую концепцию. То есть вы уже понимаете, что вот это, от чего вы страдаете, это не такая неземная у вас нафиг любовь. Выкиньте эту глупость из головы. А это вы продолжаете пытаться привлечь внимание родителей. Кстати, я не любитель, так сказать, Фрейда и психоанализа, не фанат во всяком случае. Поэтому здесь не обязательно, чтобы это было противоположного пола. Родители, бабушки, тот, кто вас, от кого вы психологически были больше всего зависимы в детстве, вот если он ведет себя отстраненно, холодно, на руки не берет, попку не целует и так далее, то у вас возникает абсолютно такая непреодолимая потребность заставить любить себя, тех именно людей, которые к вам равнодушны. А те люди, которые вас любят, они не нужны. Поэтому, когда ко мне приходит в консультацию женщина и говорит: Михаил, а где встретить нормального человека? Да на улице встретить. Вы их не видите, потому что они вам не нужны. Они вас и так любят. У вас нет потребности их завоевывать. Поэтому реагируете вы только на тех, кто вас посылает. Это, собственно, есть сам механизм, что ли, зависимости от отношений. Вот если мужчина ведет себя, как я, надо его посылать. Я же обещал Карине на вопросы ответить. Ты так ведь забыл. Вот Карина должна сказать: Михаил, не надо мне больше звонить сюда, пожалуйста. Это что такое? Мне не нравится такое отношение. Карина, прошу прощения, отвечаю. Напоминаю, во-первых, ваш вопрос. Что муж хороший, причин расставаться с ним нет, но любовь прошла, отношения родственные. Стоит ли расставаться, когда нет чувств, но никто вроде не мучается? Карина, расставаться или не расставаться, это не вопрос, стоит или не стоит. Здесь нет логики никакой. Хотите, живите дальше с мужем. Если вас не устраивают эти отношения без любви, сексуальное влечение и так дальше, уходите. Это вы должны решать этот вопрос, а не психолог. Здесь не требуется никакой логики, никакого анализа. Здесь требуется спросить себя, что вы хотите, свои чувства. Здравствуйте. Меня зовут Елизавета. Да, судя по голосу, вы только где-то одной ногой уже в школе. Почти. Мне 23 года. Да ладно. Да. Ну-ну. И я замужем, и мне кажется, что я нахожусь в зависимых отношениях со своим мужем. В том плане, что мы с ним со школы дружим, и в институте встречались 4,5 года, поженились, прожили счастливо 2 месяца, и он ушел в армию. Нужно понимать, что за это время мы с ним каждый день виделись, там очень редко проводили время отдельно. Подожди, в армии виделись? Что? В армии виделись? Нет, пока мы встречались, каждый день виделись, так. редко расставались. И теперь, когда его нет со мной рядом, и мы не можем общаться, не можем тем более видеться, это просто приносит мне ужасный дискомфорт, потому что я чувствую себя, как будто я амеба или робот, я не могу ничего нормально делать. Знаменитый робот-амеба. А вы на год, я так понимаю, вы расстались, да? Да. И у меня просто такой вопрос. Как вообще выйти из этого состояния, при том, что я не хочу заканчивать отношения, потому что мы вроде как были счастливы все это время, пока он не ушел. Но при этом я ничего не могу без него делать, потому что, просто... Вы знаете, может быть, это и к лучшему, вот что я вам хочу сказать. У меня такая была крылатая фраза в свое время: 61 человек другому заменяет весь мир, то своего мира у него не было. Понимаете меня, да? Да. Тут немножко детская история. Вы как дети сначала подружились в школе, а теперь вы друг без друга, вот как будто вы, я не знаю, родились в одной семье, жить не можете. А все равно, как бы вы друг друга не любили, у каждого из вас должна быть своя жизнь. Вы согласны с этим? Да. Да, работа какая-то, да, у вас какие-то подружки, у нее друзья, это нормально. И этот год даст вам возможность, хоть у него сейчас есть какая-то своя жизнь, да, он служит в армии, он занимается чем-то с 6 утра до 11 вечера без перерыва, понимаете? Каждый день. И вы должны сейчас найти себе какое-то занятие, чтобы иметь хотя бы минимальную внутреннюю жизнь. Потому что, когда люди друг друга растворяются, это не всегда хорошо. Да, я просто хотела сказать, что в какой-то момент я просто заставляю себя делать. То есть я хожу на работу, я хожу на курсы, изучаю то, что мне нравится, я хожу, встречаюсь с друзьями, но я все это заставляю себя делать.
потому что, ну, не нужно быть одной, не нужно там ехать домой и валяться. Нет, а в вы кровати. давайте по-другому. Подождите, давайте по-другому. Не надо заставлять. Надо сказать, вот у меня сейчас такая ситуация сложилась. Надо принять реальность. Реальность такова. Сколько еще мужу служить? Еще 10 месяцев. 10 месяцев. Что на 10 месяцев? Ну, он на год, да, ушел? Да. Еще 10 месяцев я буду так. Ну, во-первых, вы, наверное, видеться будете. Вы, там, на побывку-то нет. Ни вы к нему, ни он к вам. Ну, будет. Просто сейчас пока первое время не отпускают, но Ну, потом, да. да. Вот, и поэтому я сейчас вот в таком положении. Во-первых, я приняла эту ситуацию, надо дергаться. Раз такая ситуация, просто можно ее просто принять. Она всего-навсего 10 месяцев, а жить вы будете до 100 лет. И я эти 10 месяцев использую для того, чтобы что-то такое сделать самой, как-то реализовать себе, какие-то интересы. Я не знаю, что не мается, понимаете? А что-то сделать, как говорит моя дочь, пожарные работали с огоньком. Вот это нужно, чтобы вас что-то самой хотелось сделать. И не надо страдать, надо принять эту ситуацию. Слава Богу, все живы. А сейчас, пока отключаюсь, я вам расскажу историю. Это великий фильм Андрона Кончаловского. Но он пришелся на мое детство примерно. Мы его смотрели, по-моему, раз 15 смотрел. Самое интересное, что когда я вырос, я, как подружился, так иногда мы перезваниваемся с главной героиней этого фильма Леной Кореневой. Это фильм, я знаю, что молодежь его не видела, а я его видел почти 15 раз, он действительно выдающийся. Вот, это фильм он сделал как греческая трагедия, там все актеры поют еще, и говорят стихами, и поют. А в главных ролях там Коренева, Киндинов Евгений, актер МХАТа, и Савина, Иннокентий Смоктуновский, Збруев еще играл, и Ирина Купченко, остальных я не помню. История нереальная. Во-первых, все еще смотрели это кино, потому что там была голая Коренева, которая где-то плавала голая. И это было... Как фильм-то назывался? Да, фильм назывался «Роман о влюбленных». Вот. Да, я так все сказал. Как это у Ираклия Андроникова была история про пушкиниста, который изучал биографию Пушкина, но стихов никогда не читал. Да, фильм назывался «Роман о влюбленных». Так вот, там такая история. Вот тоже почти со школы они дружат. Они не дружат, у них прямо любовь просто неземная. Они ни на секунду не расстаются. Они всеми ездят на мотоцикле, но он за рулем, она сзади. Они всеми въезжают во двор на Большой Молчановке. Сейчас там какое-то министерство. А тогда этот двор был открыт. Двор нереальной красоты. Окна все с войны были заклеены крест-накрест. И вот эти знаменитые надписи: во время бомбежки эта страна наиболее опасна. И эти влюбленные парочки все время ходили, возили туда девушек, значит, в этот двор. На балконах там деревья росли. Но это около Арбата двор, неважно. Короче говоря, у них любовь прямо... Вот первая часть фильма цветная, и все про любовь. И вдруг он уходит в армию. Он садится в автобус, она бежит за автобусом, и в результате падает лицом в песок, рыдает, естественно. Вот, и все, он в армии. Дальше пошли армейские будни, а дальше он погиб. А все это в песнях и стихах. Да, Конкин еще играет младшего брата. Говорит: мама, почему у нас зеркала занавешены черным? Типа, мой сын больше не вернется. И все, она горе, она умерла, значит, Коренева. Но у нее есть друг, который ее поддерживает, хоккеист, который играет Александр Збруев. И он ее поддерживает, и она выходит за него замуж. И вдруг оказывается, что он не погиб, что он кого-то спасал, моряком был, и он кого-то спас. И потом он лежал в госпитале, и, его откачали, и он живой. И он приходит к себе домой, и даже не дойдя до родной матери в исполнении Савиной, он сразу летит по лестнице к своей любимой Лене Кореневой. А она ему говорит, во-первых, она была в шоке, что он живой. Она говорит: это не я. Вот она уже умерла. А у меня есть муж, я люблю своего мужа. И не то, что прости меня, а я вообще, то есть я уже умерла, а вот когда я воскресла, то это уже другой человек. Ты кто такой? Давай, до свидания. Шучу, так гораздо все было лиричнее. У него горе, фильм становится черно-белым, он уходит в запой, он становится агрессивным, пытается навалять, мужу ее. Вот. Его друзья, моряки, говорят: не позорь, свой мундир, никто здесь ни в чем не виноват, но так вот получилось. Тут зал начинает рыдать. Я помню, были мешки писем Кончаловскому, почему так рано вышла замуж.
Еще сказал, по сценарию прошел год, а по фильму такое ощущение, что она через неделю вышла замуж. Он долго всем объяснял, что на самом деле она год страдала. Ну вот. И потом фильм «Черно-белый», он работает водителем автобуса и все время ходит в столовую, а в столовой работает Купченко. Ну, он ее так в кино пригласил, так они погуляли, ну, и предложение сделал. Фильм такой нудный, ну, не то, что он нудный, он такой черно-белый, депрессивный фильм, потому что та любовь, которая была неземная, она закончилась в первой части. Вот. Потом у них рождаются дети, один ребенок, 3 детей, не помню. И в какой-то момент приходят гости, значит, и у нее такая семья прямо настоящая. И он обнимает Купченко и говорит, я тебе благодарен за все. Купченко тоже понимает, что он не совсем ее любил вначале. Говорит, я тебя ждала, и фильм опять становится цветным. Как говорил режиссер, это как бы разные виды любви показано. Короче говоря, очень рекомендую посмотреть. Это фильм моего детства. Но народ просто рыдал над этим фильмом. Это был один из самых выдающихся фильмов советской эпохи. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, я в эфире, да? Да, Алло. да. Вот, а мне вопрос, скорее в дополнение к вопросу Карины. Да. Вот страсть прошла, расставаться, не расставаться, мне ваша позиция ясна, как вы хотите расставайтесь, не хотите, живите вместе. Но для меня эти отношения остаются невротическими, и я, в принципе, готов уже расстаться, но сдерживает ребенок. Вы муж Карины? Какие эти отношения? А Карина, была смс-ка от Карины. Да, а вы-то некая. какой Карине имеете отношение? Никакого, я в дополнение... А вы про свою показалось, семью что... говорите? Да. А почему да. они у вас невротические, почему их так называете? Ну, потому что я чувствую, что меня не любят, мне этой любви хочется, я ее Так. не получаю, мне тяжело. А при чем здесь ребенок? Если я расстанусь, я не буду жить со своим ребенком, и, собственно, мне тоже от этого сколько тяжело. лет ребенку? 2,5 года. Понятно. Не знаю, а в чем вопрос? Как поступить? А как вы хотите? Сейчас мы по кругу пойдем, да? Я хочу уйти, но не могу из-за мы ребенка. сейчас пойдем по кругу, вы правы. Да, Смотрите, я гоняю эту мысль давно. Мужчины не так, часто женщины говорят про детей, когда мы затрагиваем на консультации тему развода. Мое мнение следующее. У вас свои отношения с ребенком. Мать и ребенка это не имеет прямого отношения. То есть вы какой-то отец, хороший или плохой. Вы испытываете потребность в ребенке, вы с ним проводите время, вы играете, или вы приходите домой с работы и с криком «как я устал» валитесь спать, а ребенка вас заставляет гулять с ним по выходным. Это и есть ваше отношение с ребенком. Если вы разойдетесь, вы не будете жить с ребенком, это правда. Но вы будете приходить к ребенку, я не знаю, раз или 2 в неделю. Вы будете забирать ребенка, может быть, на выходные. Потом, чуть постарше, вы будете проводить с ребенком отпуска, каникулы, праздники и так далее, если вы нормально договоритесь с матерью ребенка. Вот о чем я думаю, понимаете? Что вы скажете? Я тоже думал об этом, но у меня, если я моделирую то, что происходит дальше, у меня возникает мысль, что с моим ребенком когда-то будет жить другой мужчина. Ну да. И здесь это не ревность к жене, а это ревность скорее как отца к ребенку. И да. Дальше меня останавливает вот это. Слава богу, что вас не волнует, что с вашей женой будет жить другой мужчина. Ну нет, здесь как бы все понятно. Да, не знаю. Но страдать тоже нельзя. Понимаете, все жертвы приносить, в принципе, страхом. Потому что то, что вы говорите, это история все-таки про страхи. Я их понимаю, я их разделяю. Это очень неприятная история. Потому что вы любите ребенка и вы отец, а пока он такой маленький, был бы хотя бы лет 10, да? То его, как бы говоря по-русски, то есть воспитывать, да, какое-то участие принимать будет другой человек. Да, и, собственно, он будет уже не мой сын, я буду видеть его по выходным. Ну, понятно, да. Нет, ну он будет ваш сын? Ну да, но не я буду. А можно вопрос задать? Я понимаю, что это как бы мерзко с моей стороны об этом спрашивать, но я не могу не задать, потому что многие еще не женились и не вышли замуж, и, может быть, им это поможет. А как вы вообще, у вас угораздило жениться на женщине, которая вас не любит? Слушайте, здесь, вот я только сейчас, когда вас слушал, смог себе сказать, что, наверное, просто это была большая страсть, это все стремительно произошло. С чьей стороны большая страсть? Хороший вопрос. Я могу сказать, что с моей точно, и мне очень хотелось ее добиваться как-то быстро, стремительно, и я ее добился.
А зачем добиваться кого-то? Вам не приходило это в голову? Мне приходило это Что в голову. такое добиваться? Подождите, что такое добиваться? Давайте разберемся с терминами. Только очень быстро, у нас минута. Russian tradition. Добиваться, чтобы она стала моей. А зачем? То есть она изначально на вас не реагировала. Вот видите? Вот уже похоже на что-то. Видите, куда вас это привело, да? Угу. Хотя бы больше так не делайте, ладно? Не буду. Я не могу, как психолог, давать вам прямые советы, разводиться вам или жить дальше. Я могу дать другой совет. По моим правилам вы должны делать то, что вы хотите, и не делать то, что вы не хотите. Вот это главное правило. И, есть еще третье правило под названием «Я говорю, что мне не нравится, если человек не меняется, я ухожу». Вот вы должны из этих 3 правил хотя бы попытаться решить проблему. Вы не можете ее решить без ущерба для себя никак. Остаетесь плохо, уходите тоже плохо. Это вопрос выбора. Называется, из 2 зол выбрать меньше, но выбор должны сделать именно вы. В Фейсбуке цитируют Михаила Лобковского. Несмотря на постоянные измены, а также потерю самоуважения нескольких конечностей, за последние 2 года Светлана продолжит выстраивать отношения с самцом-аллигатором, мотивируя это тем, что она любит, он изменится, он самый лучший, и у них все будет хорошо в будущем. Поехали. У нас звоночек. Добрый вечер. Как вас зовут? Да, здравствуйте. Меня зовут Алексей. Добрый вечер, Михаил. Да. Добрый вечер, Петр. Прежде чем свой вопрос задать, могу продолжить тему предыдущий мужчина звонил. Можно, но коротко, а то у нас мало времени. Да, я коротко. 2 мысли, которые мне тоже помогли, когда я расставался. Сын был маленький. Первая мысль, что появится Вася у бывшей жены, там появится Петя, потом там Иннокентий появится. Он может уйти, а ты отцом на всю жизнь останешься. А вторая, появится какой-то хороший человек, здорово, у твоего сына будет еще больше бабушек. Спасибо вам. Может быть, парню это поможет. А теперь мой вопрос. Смотрите, 43 года, детство очень веселое. Папа пил, 5-дневка, детский сад, 16 лет героина. 10 лет не употребляю. Все отношения с девчонками, с девушками, простите, они, по факту тоже торчание. Вся эта зависимость во всем. В общем, невротик тот еще. Сейчас пробую отношения строить на каком-то уважении, на доверии. Есть девушка, все интересно, есть совпадение музыки, в кино, в воспитании детей, хотя у нее нет детей, в сексе, что немаловажно для меня. Но мне, как невротику, понятно, как зависимому, становится скучно. То есть без этих. И что мне делать? То есть, вы понимаете? Да, я вам скажу, что вам делать. Надо менять. Понимаете, в чем дело? Вы слезли с героина, это, подвиг, что называется, да? Но теперь вам надо всю психику поменять. Для того, чтобы вообще поменяться, вы же смотрите, вы же не с героина стали зависимым, вы стали зависимым с детства. Да. От того, что вы попали в зависимость, хотя бы будучи лишенным родителей в полноценном виде, потому что были на 5-дневке. Тогда уже началась зависимость. Дальше она начала в чем-то проявляться. Вы ее преодолеваете, конкретно героин преодолели, а саму зависимость нет еще. То есть вы сделали над собой усилия, но психология ваша еще та. Она уже гораздо здоровее, чем была раньше, но она еще не дошла. Извините, ради бога, а зависимость к чему может привести к героину? Не понял. Вы говорите, что у вас зависимость. А зависимость от чего, что он к героину пришел? Нет, зависимости, они располагаются совершенно в разных вещах. Героин – это так называемая химзависимость. Сюда относится героин, кокаин, водка и так дальше. Это алкоголизм, наркомания, это так называемая химзависимости. Соответственно, там нужны опиаты, алкалоиды и то, что мозг требует дальше. Так вот, надо нарколога привести как-нибудь на программу. Хотя я верю больше не им, а психиатрам, они в этом больше разбираются. И поговорить. Но психология-то... Что говорите? Солидарен с вами. Да, но психология-то не меняется. Она поменялась. Зачем? У вас, кажется, повязка сползла с головы на ногу. Потому что теперь вы начинаете маяться, потому что не хватает вот этого. А это целое... Драйва не хватает. Вот чтобы вот этого адреналина еще избавиться, да, от адреналиновой зависимости. Вы попробуйте, почитайте все-таки про мои правила и о том, как они работают, вот чисто практически, да, например. Просто мой ход, я извиняюсь, я быстро, просто мой ход мысли такой, то что вот, Леш, хорош уже, вот все эти влюбленности, химия, коленочки дрожат, крылышки, нужно строить отношения с женщиной, на другом. Ты все уже пробовал. Алексей, вы знаете мою любимую шутку, если у бабушки были яйца, это был бы дедушка. Вы не можете с собой так договориться, так психика не работает. Вы пытаетесь рационально договориться с бессознательным, оно так не будет функционировать. Смотрите, например, простые вещи. Когда вы принимаете какое-то решение в жизни по любому поводу, что съесть,
на завтрак, какую рубашку надеть, как жить дальше, у вас много разной мотивации. Эта девушка мне подходит по характеру, это обезжиренный творог сделает меня стройнее, а эта работа мне нужна, она мне приносит деньги. Есть только одна мотивация, в которой нет никакой логики, называется «мне так хочется». Попытайтесь сделать это, выбирать то, что вам нравится, а не то, что правильно или нужно. Второе, не делать то, что вы не хотите, против своей воли ничего. И третье, это говорить сразу, что не нравится. Если человек не меняется, видимо, прощаться. К сожалению, я тоже вынужден прощаться, хотя мне нравится с вами общаться. Но в следующий вторник мы опять встретимся. Спасибо вам за то, что слушали, звонили и писали. Пока.